Жил в одном селении сапожник. Жил он праведно, имел веру сильную. И вот перед одним из великих церковных праздников сапожник занемог. Опечалился он, что не сможет попасть в храм. Как вдруг, накануне самого праздника, приснилось ему, как будто чей-то голос, совсем тихий и кроткий, говорит: «Раз ты не сможешь прийти ко мне, я приду к тебе в этот день». Проснулся сапожник и обрадовался. «Неужто сам Господь ко мне пожалует?» — думал он. Все утро он наводил порядок и чистоту у себя дома, готовил праздничные угощения. Как мог, так и готовился к приходу желанного гостя. И вот во время подготовки он увидел за окном рыдающего мальчика. Подозвал его к себе. Сапожник спросил: «Почему ты плачешь?» «У меня сегодня порвались последние ботинки, и мне не в чем ходить, а живем мы в семье бедно, а потому новые купить не сможем». Тогда сапожник успокоил мальчика и сказал: «Давай мне свои ботинки, я починю тебе их». Через короткое время мальчик, весь сияющий от счастья, стоял в отремонтированных ботинках. Проводив его, сапожник продолжил свое дело. Наступил вечер, и вот приходит к нему бедная женщина и говорит: «Прости меня, пожалуйста, я отдала тебе в ремонт свои сапоги, а заплатить тебе мне нечем. Но ходить без сапог теперь нельзя, холода наступили». Сапожник только улыбнулся и сказал: «Готовы твои сапоги, носи и не снашивай», и отдал их женщине, так ничего не потребовав. Наступала ночь. Давно закончив все свои дела, сапожник сидел у окна и ждал обещавшего прийти к нему гостя. Дело уже близилось ко сну, когда сапожник, приуныв от бесплодного ожидания, стал стелить себе постель. И тут в дверь постучали. Открыв, сапожник увидел перед собою путника. Тот сказал: «Пусти меня к себе переночевать. Я весь день в пути, но податься мне некому. Никто к себе на ночь не пускает». Сжалился сапожник над ним и пустил к себе в дом. Дав отдохнуть путнику с дороги, сапожник уложил его спать на свою постель, а сам постелил себе на полу. И вот, отходя ко сну, он думал про себя: «Наверное, я оказался недостоин гостя, потому что он так и не явился ко мне сегодня. Видимо, он не удостоил меня чести справить с ним этот великий праздничный день». С такими невеселыми мыслями и уснул сапожник. И вот снова снится ему, как все тот же тихий голос говорит ему:
Я сегодня приходил к тебе трижды, и каждый раз ты меня радушно